Всем привет, друзья! Ну что же, распаковку новых наушников Mi AirDots Pro второго поколения вы уже посмотрели. Первые впечатления вместе со мной получили, и теперь настала пора полного обзора этой новинки. В данном видео я постарался учесть все пожелания и ваши вопросы, что вы оставляли под роликом с распаковкой, и надеюсь, что ничего не забыл. Итак, вы на канале Blitzkey, меня зовут Влад, ловите подробный обзор новых наушников Xiaomi Mi Air 2 TVS. Ну а начну я, пожалуй, с внешнего вида. Как я уже отмечал в предыдущем своем ролике, по сравнению с первым поколением, кейс в размере прилично поубавил. Теперь это уже не непонятная огромная коробка, а вполне себе аккуратный и симметричный бокс. По размерам он чуть больше кейса Honor FlyPods, а конкретно только в параметре ширины. Толщина и высота у них идентичные. Габаритные размеры тут следующие. Длина и высота составляет 48 мм, а ширина 25. Весит кейс 50 грамм, а каждый наушник по 4,5. На его передней стороне находится единственный светодиодный индикатор состояния. При первом подключении он мигает белым свечением, а после сопряжения горит уже сплошным белым и через несколько секунд гаснет. В процессе зарядки этот же самый светодиод начинает мигать красным. Интерфейс подключения тут USB Type-C, и этот разъем находится на нижней части бокса. В сравнении с Honor FlyPods беспроводная зарядка в наушниках Mi Air 2 TVS не поддерживается. Ну а на задней стороне кейса бледно-серым цветом нанесены краткие характеристики модели на китайском языке. Крышка кейса в этом поколении наушников закрывается плотно и довольно надежно в сравнении с кейсом первого поколения. Она фиксируется на магнит с характерным щелчком. Никаких неровностей и зазоров я в своем экземпляре не нашел. Все детали очень хорошо подогнаны. И в целом создается впечатление хорошего и недешевого устройства. Качество пластика как кейса, так и самих наушников очень хорошее. Он тут имеет матовую поверхность снаружи и глянец внутри. Ровно как и корпус самих наушников также выполнен из матового пластика, а основная часть звуководов глянцевая. На одной из боковых граней кейса располагается физическая кнопка активации наушников, вторая грань пустая. Теперь давайте поговорим про внешний вид самих наушников. Первое, что сразу же бросается в глаза, это, конечно же, не самые тонкие ножки в мире. Да, тут, конечно, Xiaomi перестарались. Ножки получились даже толще, чем в первом поколении. Да, они короче, но они все равно толще. На нижнем торце ножки располагается два контакта для зарядки и основной микрофон. На верхнем торце второй вспомогательный микрофон, а на внутренней ее стороне мелким шрифтом нанесен номер модели и буквы L и R, обозначающие левый и правый наушник соответственно. Звуковод наушника Mi Air 2 выглядит как уже всем знакомый звуковод гарнитуры Honor FlyPods. В принципе, оба они визуально являются почти полностью скопированными с наушников Apple AirPods. Помимо отверстий для вывода звука, на внутренней стороне звуковода находится инфракрасный оптический датчик для обнаружения наушника в ухе. Причем он здесь не совсем обычно работает. Он определяет не только когда вы вынимаете наушник из уха, при этом останавливая воспроизведение музыки, но также определяет, когда вы вставляете наушник обратно и возобновляет воспроизведение. Срабатывание датчиков очень точное и быстрое. Вообще, наушники сидят в ушах довольно уверенно. Они не пытаются выпасть, хотя такой шанс безусловно есть. Но лично у меня дискомфорта при использовании никакого не возникло. Сидят хорошо, не торчат, даже толстые ножки спустя время перестают напрягать. Ну что же, двигаемся далее, и у нас на очереди автономность. Время полной зарядки кейса с наушниками составляет около 1 часа, причем где-то за 15 минут кейс зарядился до 40%, так что какая-никакая быстрая зарядка тут имеется. К сожалению, какой емкости там стоит аккумулятор, как в кейсе, так и в самих наушниках, я информации нигде не нашел, так что заявленное производителем время работы я проверял опытным путем. Итак, на бумаге заявлено 4 часа работы от одного заряда, в реальности же вышло около 3 часов 40 минут на полной громкости. Ну что же, почти все сходится и результат довольно неплохой. В Honor FlyPods данный показатель равен 2,5 часам. Но тут позволю себе предположить, что в
Mi Air 2 TVS такого результата добились лишь благодаря уменьшению уровня максимальной громкости. Ведь наушники от Honor на максимальной громкости звучат минимум на 20% громче на одном и том же треке. И как бы я ни искал, ни в приложении, ни в самом смартфоне ограничителей громкости я не нашел. В режиме разработчика в меню настроек смартфона уровень абсолютной громкости стоит как надо. Похоже на то, что это весь максимум, который могут выдать данные наушники. Но от этого, скажу я вам, они не звучат плохо. Наоборот, они звучат довольно хорошо. Но к качеству их звучания мы вернемся чуть позже. А теперь поговорим про подключение. Подключаются наушники к смартфону очень быстро. Вы зажимаете кнопку на кейсе, после чего индикатор начинает мигать белым свечением. Включаете обнаружение новых Bluetooth устройств и выбираете определившиеся наушники из списка. Интерфейс подключения и работы со смартфоном Bluetooth 5.0. В более свежих версиях MIUI 10.3.11 уже должна появиться шторка с уведомлением о подключении с анимацией. На момент записи этого ролика мой смартфон эту версию прошивки еще не получил. Но как заверяют на официальном сайте Xiaomi, в самые ближайшие дни смартфон должен обновиться до новой оболочки MIUI 11, и уж там-то эта анимация точно будет. Как вы можете видеть, подключаются наушники по умолчанию по кодеку AAC. Заявленного на презентации и в описании нового кодека LHDC пока не обнаружено. Скорее всего, он появится лишь в версии оболочки MIUI 11, так что пока развлекаемся с тем, что есть. Друзья, ну а сейчас мы проведем с вами тест на расстояние, насколько эти наушники далеко будут ловить сигнал от смартфона при воспроизведении музыки. Я запускаю play. Вот, вы можете убедиться. И мы идем на улицу. Со второго этажа. Вот вы уже видите прерывание. Напомню, что у меня вот там вот наверху источник звука. Дальше идем. Ну вот и все, в принципе. Обрывы случаются, но они не такие, в принципе, критичные, но тем не менее. Опять-таки, вот там вот источник звука, здесь у меня, собственно, наушники. Вот опять прерыв, потому что здесь у меня детская площадка, собственно, через нее, видимо, не проходит. В общем, вот так вот, если встать вот напротив, вот, собственно, все, они больше не ловят. В общем, вот такое вот расстояние, не знаю, вот где-то примерно оценивайте сами. Я не знаю, здесь больше, конечно, 10 метров, плюс второй этаж. Ну, вот так. В наушниках заявлена поддержка голосового ассистента с искусственным интеллектом, разработанного специалистами Xiaomi. Он сможет обучаться голосовым командам, правда, он полностью заточен под китайский язык, и для нас с вами он бесполезен. Ну, если вы, конечно, не владеете китайским языком. Для работы ассистента, а также для управления настройками наушников необходимо установить специальное приложение Xiao AI, и в инструкции к наушникам имеется специальный QR-код для его скачивания. В общем, на данный момент оно практически все на китайском языке, и лишь отдельные разделы переведены на английский. Но для нас ценность представляет лишь меню с настройками, где можно переназначить жесты управления наушниками. Само управление максимально простое и по умолчанию работает так. По двойному тапу на правом наушнике можно приостановить или возобновить воспроизведение музыки, а также ответить на вызов. Ну и по двойному тапу на левом наушнике вызывается тот самый китайский голосовой ассистент, или же можно выбрать из имеющихся на смартфоне. У меня на это действие установлена Алиса от Яндекса. Сейчас в Сергиевом Посаде плюс 12 пасмурно. Спасибо. И тут я хочу сделать небольшое уточнение. Управление осуществляется именно тапами, а не касаниями. Думаю, это сделано для того, чтобы минимизировать случайные срабатывания.
В общем, как я уже успел озвучить выше, жесты можно переназначить. Приложение постоянно обновляется, и вот с недавним обновлением разработчики поправили ошибку с переназначением функций двойных тапов. Теперь можно без труда на правый наушник повесить переключение трека вперед, а на левый переключение трека назад. Или же наоборот, как вам будет удобно. И я считаю это очень удобной функцией, ведь плей-пауза и так работает при вынимании наушника из уха, одного или сразу двух. Напомню, что ранее в этих настройках на одном из наушников ничего, кроме как поставить вызов голосового ассистента, назначить было нельзя, а вот уже на второй выбирай, что хочешь. Так что теперь логика в этой функции переназначения жестов есть, и работает она корректно. Как написано в самом приложении, в дальнейшем разработчики намереваются добавить больше интересных функций, но скорее всего это коснется больше китайской версии. Конечно же, если знать китайский язык, то наличие ассистента, который обучится твоему голосу, очень интересная задумка. Вполне вероятно, что в будущем в глобальной версии смогут наладить голосового ассистента хотя бы на английском языке, и это уже было бы довольно неплохо. Что же касается звука, то по поводу громкости в этих наушниках я озвучил свои ощущения еще в ролике с распаковкой. Mi AirDots Pro 2 играют тише, нежели Honor FlyPods, но на самом деле все познается лишь в сравнении, и то, что FlyPods выдают на максимуме, это действительно отличный уровень. Не зря в своем топе беспроводных наушников я отдал им первое место. Но оттого наушники Xiaomi не играют хуже, как я уже говорил. Да, они тише, и кому-то их уровня громкости может не хватить, но многие не слушают музыку на максимуме, и если вы один из таких людей, то эти наушники вам точно зайдут, ведь сам звук в них очень хорош. Все основные составляющие, такие как низкие, средние и высокие частоты, тут отчетливо распознаются. Конечно, для каждого понятие хороший звук сугубо индивидуально, но лично мне по частотам хватает всего. Бас насыщенный, но как мне показалось, немного лезет на середину, по всей видимости пытаясь компенсировать недостаток громкости. Оттого в некоторых треках, особенно стареньких электронных композициях, можно услышать эту смесь на максимальной громкости. Но как таковой каши из частот эти наушники не создают. Верха тут достойные, перкуссию в треке услышать можно всю. Но вот в целом, конечно, наушники от Xiaomi по звуку не дотягивают до FlyPods. В наушниках Honor звук очень приятный, сочный и четкий. Тут все на своих местах, и именно его я считаю эталоном, как по качеству, так и по уровню громкости. Безусловно, на уровень громкости помимо всего влияет и сама форма наушников. FlyPods больше уходят вглубь ушной раковины, так как ножка у них приделана к задней части звуковода, и за счет этого звук до пункта назначения, если так выражаться по-простому, доставляется точнее. В Xiaomi же, из-за того, что ножка припаяна к середине звуковода, он не заходит так глубоко в ухо, как FlyPods. В таком положении звуковод прилегает неплотно к стенкам ушной раковины и тем самым оставляет небольшие зазоры, в которые и проникают окружающие вас звуки. В общем, скажу так, полностью погрузиться в музыку с этими наушниками у вас получится лишь в тихом помещении, а вот где-нибудь в людном или шумном месте вы будете слышать все, что происходит вокруг. Но по идее, классические вкладыши именно так и работают, потому данные наушники понравятся тем, кто не хочет отрезать себя от внешнего мира. Ну а теперь, как вы и просили, сравнительный тест микрофонов этих двух пар наушников. Итак, друзья, это тест записи микрофонов Mi Air 2 TVS. Собственно, вот сейчас вы можете слышать, вот мой звонок идет. Я либо здесь ставлю сейчас, собственно, запись из комнаты, как у меня оттуда идет звонок и как у меня будет слышать собеседник. Вы сейчас это сможете понять, потому что я включил там громкую связь, и, в принципе, это будет слышно. Сможете понять, как вас слышит собеседник в этих вот наушниках, а точнее от этих микрофонов, как это будет в реальном времени происходить. Я, собственно, постарался максимально приближенно к реальности сделать этот тест. Надеюсь, у меня все получится. Точно так же я сейчас проделаю это с Honor FlyPods, и вы увидите результат. В общем, друзья, это уже второй тест, именно тест микрофонов Honor FlyPods, как они звучат. Сейчас также я то же самое сделал. Все, у меня сейчас стоит в комнате камера, которая записывает смартфон, на который сейчас поступает вот данный вызов, и, собственно, вы можете слышать, как работают микрофоны в наушниках Honor FlyPods. Надеюсь, благодаря данному тесту вы сможете понять, как работают микрофоны именно в Honor FlyPods и в Mi Air 2 TVS, чтобы сделать для себя какие-то определенные выводы, какие из этих двух пар наушников больше подходят для телефонных разговоров. В общем, как-то так. На этом, я думаю, тест можно заканчивать.
В общем, вот таким образом будут работать микрофоны при обычном телефонном разговоре. Звук никак не обрабатывал и не чистил, все выкладываю как есть. Что же до отставаний звука на YouTube, то тут все по классике для 5-го Bluetooth. Отставаний при просмотре роликов я никаких не обнаружил. А вот в играх звук отстает, причем очень прилично, особенно в каких-то динамичных моментах, так что играть в таких наушниках, я думаю, не стоит. Потому что реально начинаешь теряться, кто и где в кого стреляет или кто кого бьет. Ну что же, давайте подытожим. Mi AirDots Pro второго поколения без сомнения интересные наушники, тем более что на рынке с форм-фактором вкладышей вообще все печально. Своих денег эти наушники безусловно стоят, потому как ближайший их конкурент Honor FlyPods обойдется минимум в 2 раза дороже. Но это при условии, что вам нужны только вкладыши и внутриканальные наушники вы не рассматриваете. И если по звуку Mi Air 2 и уступает наушникам от Honor, то вот по остальным параметрам и функциям будут уже поинтереснее. Тут у нас и возможность переназначить жесты имеется, инфракрасный датчик работает в обе стороны, и на целый час, а то и 1,5 больше автономность. Для владельцев смартфонов Xiaomi дополнительно есть визуализация подключения наушников, а также будет доступен кодек LHDC. Хотя последнее, как по мне, чистой воды маркетинг. Стоит ли покупать эти наушники, я думаю, каждый для себя сможет решить сам. Я лишь постарался по максимуму предоставить вам информацию. И если этот ролик был для вас полезен, то не забудьте поставить лайк, это поможет видео двигаться дальше, а мне даст понять, что я все сделал правильно. Если же остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. А на сегодня это все, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ну а я в свою очередь желаю вам всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.